Христа в этот святой субботний день в Доме молитвы. Мы сегодня с вами будем рассуждать. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы увидели одну картинку. Она сейчас на экране появится. Видно? Да. Я прокомментирую. Это часть знаменитой картины на основании книги Откровения, 3 главы, «Се стою у двери и стучу». Ну, только как-то мне его прислали и спросили, что думаешь по этому поводу. Вот я хочу спросить вас, что вы думаете. Вот такая картинка. Христос стоит у двери и говорит: «Впустите меня», а из-за дверей спрашивают: «Зачем?» А он отвечает: «Дабы я мог спасти вас». А из-за дверей спрашивают: «От чего?» А Христос говорит: «От того, что я с вами сделаю, если вы меня не впустите». Правильно или неправильно? Правильно. Правильно, да? Согласны все или нет? Согласен. Кто не согласен? Так, раз, два, три. Почему не согласны? Формулировки не нравятся. А суть, правильно? Правильно. Видите, нам мало сути, нам еще формулировку надо. Хочу убить. Но не просто хочу убить, а надо сказать: ваше сиятельство, я хочу лишить вас жизни. Ну, то есть, не важно, что будет, а важно, как это будет. А вы в ответ: а как вы хотите меня убить? Выбирайте вид оружия, да, сэр. То есть, ну, как-то так. Действительно, вот когда обсуждали вот это в теме, то тоже все говорили о формулировке. Но ведь разве не читали, что во втором послании Петра, в 3 главе, в 10 стихе сказано, что земля и все дела на ней сгорят. В 1 Иоанна, 5 глава, 19 стих сказано: «Мы знаем, что мир лежит во зле». Библия четко говорит, что нашу землю, все, что нам здесь дорого на этой земле, все, к чему мы привыкли, о чем мы рассуждаем, все сгорит. Альтернативы у земли нету, как перед потопом. Бог сказал: будет потоп. И все, и он был. А какие уже формулировки, это вопрос следующий. Бог говорит однозначно: земля и все дела на ней сгорят. А Бог желает действительно спасти людей от того, чтобы они не были в числе тех, кто будет гореть вместе с землей. Так или нет? Да. Следующий момент. Об этом мы читаем опять же во втором послании Петра, в 3 главе, что Бог не медлит со исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, и цель какова Бога? Не желая, чтобы кто погиб. Поэтому Христос действительно стоит у двери и стучит для того, чтобы мы не погибли. Потому что у тех, кто не откроет дверь Христу, шансов нет. Они вместе с землей, дьяволом, ангелами сгорят. Поэтому Бог действительно придет и желает, чтобы мы открыли дверь, чтобы спасти нас от того, что ждет эту планету. Спасибо. Кто помнит памятный стих прошлой субботней школы? Ну хорошо, о чем был памятный стих, откуда был памятный стих из прошлой субботней школы? Не надо лезть в сумочки до субботней школы, не надо шпаргалку открывать, не надо. Откуда этот стих, сестра Лена? Из книги Откровения, 3 глава, 21 стих. «Побеждающему дам сесть на престоле моем, да, как я сел
Да, победил и сел на престоле Отца Моего. Христос призывает нас к победе. Но вот ту картинку, которую мы видели, это в 20 стихе. А в 20 стихе написано: «Се стою у двери и стучу, если кто отворяет дверь, тому войду и буду вечерять с ним, и он со мной». Итак, а что же это за двери такие особенные? Много ли вы в своей жизни видели дверей, у которых ручка с одной стороны? Вот где мы могли такие видеть двери? Я не говорю о поломанных, о снятых ручках, а ручка только с одной стороны. Это двери для экстренного выхода. Там вообще ручек. Есть, там не такая большая ручка, да, выход. Только с одной стороны. С одной стороны, для экстренного выхода. Хорошо. Ручка для экстренного выхода. Аварийный выход. Как вы думаете, в книге Откровения об аварийном выходе говорится? Возможно. Возможно. Но ручка с одной стороны. Еще где видели ручку с одной стороны? Еще. Так, опять присутствует. Торжественный зал, там стоят такие люди специально, открывают двери. Да. Ручек нет, там никто не открывает. Да, там с одной стороны. Совершенно верно. Там, где специальные люди, привратники, открывают двери перед персонами. Король, президент, они не открывают двери, когда заходят в тронный зал. Им специально открывают. Но есть еще места, где есть ручки с одной стороны. Это крепость. Крепостная дверь, ворота, они имеют ручку с одной стороны. Монастыри имеют тоже ручку с одной стороны. Монастырские врата. Туда имеет право войти тот, кто откроет дверь. Почему я об этом спрашиваю? Вот то, чем мы сейчас занимались, как это называется? Вот там картинка, потом вот там ручки. Вот чем это называется? Рассуждение. Рассуждение. Хорошо, правильно, рассуждение. А что работает в рассуждении? Какой орган тела работает в рассуждении? Мозг. Мы думаем, да? То есть, думаю, рассуждаю. Книга Откровения, 3 глава, заканчивается словами, что имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Я спрашиваю, вы имеющие ухо слушаете внимательно, отвечаете, работает мозг. Зачем я об этом говорю? Собратья, дело в том, что открытие дверей непосредственно связано с тем, как мы позволяем духовной сфере, то есть духовной нашей жизни, работать нашему органу, который называется, в голове находится мозг. Насколько мы анализируем, сопоставляем и думаем. Вот обратите внимание, это 3 глава книги Откровения. Проблема Ладикии, то есть нас с вами, в том, что эта церковь что-то думала о себе. Ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. 17 стих 2 главы четко говорит, Бог то конкретно говорит о том, что люди о себе думали одно, и эти мысли, которые им помогали о себе так думать, приводили их к тому, что они вообще не знали, кем они являются на самом деле. Оказывается, когда у нас мысли работают в каком-то одном направлении, то мы можем не заметить, что является по факту. Ну, другими словами, пропаганда сегодня какая? Если люди попадают под влияние пропаганды, они не в состоянии воспринимать альтернативную точку зрения. Для них даже в современном обществе нашлось такое выражение, как вата, то есть ватный мозг, мозг, который не в состоянии адекватно принимать реакцию. Ну, вот, к примеру, когда у вас вор в квартиру попал, что вы делаете? Вот вы узнали, вор попал в квартиру, что вы делаете? Ничего не делаете. Или что-то делаете? Вызываете полицию, идете в полицию, пишете заявление. Представьте, вот вы находитесь в момент такого состояния, что вы слышите, вор лезет к вам. И вы понимаете, что вор. Вы набираете
Нет, набираете, допустим, набрали, или у вас экстренная кнопочка, нажали. Полиция приехала. И вор начал убегать, и полицейский его так, пуль, и там в ногу попал. И тут суд, разбирательство, и вам срок дают. Как? Вы скажете, пастор, что ты такое говоришь? А на суде примерно идет такое разбирательство. Вот если бы не вызвали полицию, она бы не начала стрелять, и преступник бы не пострадал. Поэтому кто виноват? Так вот, ватный мозг, или мозг, о котором говорится в 17 главе Откровения, во 3 главе Откровения в 17 стихе, это такой, который воспринимает только ту информацию. Он мыслит только так, как ему это надо, как ему выгодно. Во 2 Тимофея это представлены люди, которые, написано, избирают учителей по своему слуху. Понимаете, они работают только так. Они живут в такой среде информационной, духовной информационной, что они не в состоянии понять другую позицию, о которой Бог говорит: не знаешь, что ты несчастен, слеп, нищ и наг. Мы все с вами вот за этой дверью с одной ручкой. Для того, чтобы Христу открыть дверь, мы должны понять, что мы несчастны, слепы и наги. Мы думаем о себе, у нас все нормально. И Христос находится в моем сердце. Я ему дверь открыл. А вот Вася и Федя, они двери не открыли. Обычно мы так, как Христос. Вот такая особенность наша. Мы вот так мыслим. Мы видим, у кого проблемы, но не видим своих проблем. Писание называет это состояние, когда мы видим сучок в чьем-то глазе, да, а собственного бревна не видим. Поэтому, братья, для того, чтобы открыть двери, надо начинать думать. В каком я состоянии? Действительно ли у меня в семье все хорошо, у меня на работе все хорошо, у меня в церкви все хорошо? Это с женой проблемы. Это с детьми проблемы. Это они не христиане, а я христианин. Я молюсь 3 раза на день, я даже Библию открываю, я даже урочник в субботе открываю. У меня все нормально. Это они не христиане, они мне мешают жить по-христиански. Это они раздражают, когда просят кушать. Когда надо идти на работу, это их проблема, не моя. Что же нужно делать? И вот заметьте, что когда мы читали памятный стих, вернее, 20 стих 3 главы, где говорит Христос: «Я стою у двери и стучу», Он говорит, что произойдет с тем, кто откроет дверь. Что произойдет? Буду вечерять с ним, и он со мной. Собратья, о какой вечере здесь идет речь? Где вы что-то слышали подобное, где Христос говорит, что будет вечерять? На Пасхе. На Пасхе, да. В момент, когда Он говорит: «Прежде моего страдания хотел есть Пасху сию», когда Он дает им вино и хлеб точнее вино, Он говорит: «Не буду есть с вами до того, пока не буду пить вот это новое вино в царстве Отца моего». Помните, о вечере Он говорит? Заметьте, что... А почему так связано? Что Христос как бы намекает в 3 главе, в 20 стихе, что открыть двери, я буду вечерять. Дело в том, что если мы возьмем с вами 1 Коринфянам 11 главу, то мы здесь читаем такие выражения. 1 Коринфянам 11 глава. 27 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу сию недостойно, виновен будет пролитие крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто, если пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господне». Итак, к чему призывает вечеря? Рассуждать. Что написано в книге Откровения 3:17? Не рассуждаете.
Думаете о себе, что у вас все нормально, а не знаете, что вы несчастны, слепы и наги. И говорит Христос: хочу на вечере с вами быть, если кто откроет дверь. А почему Он будет с нами вечерить? А потому что вы на вечере рассуждали. О чем? О теле Христовом. А что такое тело Христово? А? Что такое тело? Что значит рассуждать о теле Христовом? О цвете глаз Иисуса Христа? О цвете волос? Что значит рассуждать о теле Христовом? Мышцы у него были, накачанный он был, не накачанный он был, с животиком, без животика, стройный, высокий, 1,80 м, 1,95 м, 1,95 м с половиной или 1,75 м. Что значит рассуждать о теле Господня? А его жизнь? Ничего подобного. Церковь, тело Господне, 12 глава книги 1 Коринфянам об этом и говорит. Ефесянам 1 глава заканчивается, что Христос есть глава тела, а тело – это церковь. Получается, заметьте, открыть двери – это рассуждать о теле, о своем месте, о церкви Божьей, о своем служении в церкви. Не рассуждать, не поймешь, что ты несчастный, слеп, нищ и наг. Один из моментов, как открыть дверь, это понять, что есть тело Христово. Ну вот написано, 12:12, 1 Коринфянам. Ибо как тело одно имеет многие члены, так и члены одного тела, хотя их и много, составляют одно и тело. Так и Христос. Ибо все мы в одном духе крестились в одно тело, иудеи и елены, рабы или свободные, и все наполнены одним духом. Итак, Библия говорит, что вот все верующие в Иисуса Христа, мы как верующие, являемся телом Господним. А теперь давайте такую невероятную ситуацию, как я с судом, невероятную ситуацию разрешил. Давайте теперь немножко поразмышляем. Вот я тело Христово в Христовой церкви. Кем я являюсь? Написано, что все, кто у Христа крестились, получили залог Духа Святого. И все, находясь в теле Христовом, являются членами этого тела, то есть органами. Представьте себе такую ситуацию. Что вам нужно для того, чтобы забить гвоздь в стену? Нужен прежде всего гвоздь. Потом что нужно еще? Молоток. Молодцы. Потом что еще нужно? Рука. Какая? Правая. И левая нужна? А может левая не нужна? Нужна левая рука. Держит гвоздь. Да, совершенно верно. Если левша, наоборот, в левой руке молоток, в правой гвоздь. А теперь представьте ситуацию. Вы собрались, вот теперь тело Христово, да? Я не говорю там маленькие клеточки. Вот вы собираетесь забивать гвоздь в стену. Ну, я правша. Я, значит, левой рукой должен держать гвоздь, так? Правильно? А правой рукой бить по гвозди или по руке. А рука вдруг говорит: ай, а вдруг ты по мне ударишь? Гвоздь упал. Может такое быть, когда вы желаете бить сквозь стену, у вас левая рука вдруг говорит: не хочу забивать, не буду держать гвоздь. Я хочу бить, брать молоток в руку. Ну, мозг говорит: ну хорошо, давай возьмешь молоток. А вы правша. Попробуйте левой рукой бить молотком, а правой рукой держать. Не получится. Что делать, если левая рука отказалась держать гвоздь? Вот что делать телу? Вот что делать телу, если левая рука сказала: не хочу? Может такая ситуация быть? Вы идете мыть посуду, а у вас левая рука говорит: не буду держать тарелку. Чем ее держать? Зубами, ногами. Чем держать тарелку? Чем гвоздь держать? Собратья, когда в теле Христовом мы не выполняем служение, вот мы подобны вот этой руке левой. Когда только один что-то делает, или группа какая-то, малое количество людей на что-то сопряжено, а вспомогательного ничего нет. Вот происходит то,
вот что происходит. И Бог говорит, ну это же поехали, бо завтра дача. Завтра дача. Я сижу и думаю, что я завтра буду на даче робить. Мне надо сегодня спланировать, что завтра делать на даче. Вот примерно, я вот такие невероятные, конечно, истории рассказываю, но для того, чтобы вы немножко проникли, когда Павел говорит, кто не рассуждает о теле Господнем, кто не рассуждает о том, что он сегодня за квартал, за день сделал для тела Господня, как часть этого тела, тот может оказаться в числе тех, кто никогда двери не откроет. Потому что когда Христос заходит, что происходит? Когда Христос заходит в двери, у нас 3 глава книги Откровения говорит, что происходит с таким человеком, когда Христос заходит в двери. Человек начинает понимать, что он ни на что не способен. Поэтому Христос говорит в 18 стихе 3 главе, «Советую купить тебе у меня золото огнем очищенное». Христос говорит, что то, что я предлагаю вам продать, вы нигде больше не купите. Ни за какие деньги. Вы не сможете обычным, как привыкли, купли-продажи вот методами, приобрести то, что я вам предлагаю. Это только тогда, когда открываются двери сердца. Когда вы понимаете, что вы, находясь в теле Господнем, и Бог ожидает от тела этого, от вас, как от органа этого тела, определенных функций, а вы не способны их нести. Не хотите, не желаете, устали. И двери, оказывается, ручка только с моей стороны. Я принимаю решение быть органом в теле Христовом, который работает, или тем органом, который отмер и сам командует Богом, что ему делать. Быть левой рукой, правой, ногой, глазом. Христос говорит о том, что Он готов нам продать определенную ценность, золото. Но это золото, оно непростое. Это золото приходит, понятие, что ценности этих вещей происходит только в процессе испытания, огнем очищенное, в процессе повседневного испытания. Когда, как одна сестра сказала, что это за молитвенная группа, где только говорят «дай, дай, дай, нужны, нужны», а когда благодарить Бога? Вот за все, что есть, как Павел говорил, за все благодарите. Даже за то, что находишься в таком состоянии, в каком находишься. Это прогресс. Это прогресс, когда мы готовы служить Богу даже тогда, когда немощны. Как Павел говорил, да? Павел также сказал, что когда я немощен, тогда я силен. Для Бога это очень важно. Золото, которое предлагает Бог, оно настолько уникально, что его вы не купите на земле. Даже если вы уйдете в пустыню, станете монахом, аскетом, или же на столбе будете всю жизнь стоять, вы это золото не приобретете. Оно приобретается только когда мы в повседневной жизни, находясь в этом мире, сталкиваясь с людьми этого мира, не позволяем соблазну или недостаткам другого человека, даже если это член церкви, влиять на мои отношения с Богом. Ведь проще быть терпеливым, когда ты знаешь, что ожидать от неверующих людей. Они ж, у них ценностей нету. Сложнее быть терпеливым, когда среди верующих, сталкиваясь с неадекватной ситуацией. Следующее, что Бог предлагает, и тоже отношения, которые нельзя заработать никакими земными услугами. Как в сегодняшнем уроке было написано, что даже эти заслуги воспринимаются ангелами как предательство завета. Это он говорит, что я вам хочу продать одежду. Одежду, которая имеет небесный цвет, белый цвет небесного происхождения. Эта одежда возможна только тогда, иметь эту одежду, когда человек проходит через вот эти огненные испытания.
тогда он начинает понимать, что, как в той песне, «Я ничто, а все только Ты, Боже». Да? Апостол Павел это выразил так: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», а потом говорит: «Благодарение кому? Иисусу Христу». Или Иоанн говорит: «Кто говорит, что в нем нет греха, то делает Бога лжецом». Белая одежда, собратья, это не то, что мы на себя одели, это не то, о ком мы считаем, что этот человек святой, и он достоин носить белую одежду. Вот меня это радует. Это только решает Бог, кто в белой одежде, а кто не в белой одежде. Блудный сын, как вы думаете, в какой он был одежде? Грязный. А после чего он был готов принять вот эту новую одежду и вот перстень на руку свою? После какого момента? Когда отец принял. Когда отец принял, когда решил вернуться. Отец принял, потому что он решил вернуться. Он не просто решил вернуться, он еще пошел к отцу. Заметьте, притча это рассказывает, что он, пришед в себя, сказал, что в доме отца моего так хорошо, даже слуги лучше едят, чем я. Пойду, вернусь к дому отца моего. Встал и пошел. Он долго не ждал, и отец его принял. И в этой притче как раз говорится о том, что когда мы принимаем решение и молимся, каемся, принимаем Бога с Его праведностью, с Его, ну, как бы сказать еще так, с Его правилами жизненными, Бога с Его жизненными правилами, Он нас принимает сразу принимает. Но это возможно, когда у нас есть глазная мазь, чтобы видеть. Это тоже Бог говорит: хочу купить. Почему эту глазную мазь Он предлагает, чтобы видеть? Потому что ни одного пророчества нельзя разрешить самим собой. Помните, в Писании написано так? Ибо пророчество не произносилось по воле человеческой или из желания человеческого. А кто произносил? Божьи человеки, движимые Духом Святым. Так вот, глазная мазь – это те пророчества Священного Писания, которые Дух Священного Писания открывает людям. Время, в которое живут. Много ли у нас времени к пришествию Иисуса Христа? Я хочу вас спросить, а много ли у нас времени до пришествия Иисуса Христа? Мало это сколько? 9, 2, год, 10. Ну вот по вашему представлению. Или это, мало это, ну вот, когда я захочу, тогда придет. Нет? Ну что значит? Никто не знает. Бог один знает. Вы знаете, у нас времени до второго пришествия вообще нет. Люди в Кривом Роге ехали на работу и не знали, что они больше никогда не вернутся домой. У нас с вами времени ждать второго пришествия нет. А если положить руку на сердце, вот нас тут много пожилых, и которые, и я знаю, у меня ж мама такая же самая, и жить дуже хочет, а жить никто же лично не будет. Поэтому времени ко второму пришествию у нас нет. Потому что мы не знаем не только ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Мы не знаем, ибо Писание говорит, что все дни наши сочтены у нас Богом. Мы не знаем дней наших, которые Бог положил нашему существованию. Будет это 70, 80, 45, 25, 15, или у нас до конца жизни остались секунды, часы, время, пока я на богослужении. Мы же не знаем. Поэтому, когда задают фразу «когда придет Христос», мы должны помнить, что есть пророческий взгляд на пришествие Христа, да? И Христос сказал: «Дня и часа никто не знает, только Отец Небесный». Есть признаки пришествия Христа, а есть понятие пришествия Христа – это когда смерть человека. Следующее, что он видит, это пришествие Христа. Поэтому, собратья,
Зачем нам нужна глазная мазь, чтобы видеть? Теперь понимаете? Чтобы быть готовыми встречать Христа не завтра, хотя Он может прийти и через несколько лет. Когда я приходил в церковь, я верил, что Христос, вот, у меня дети не успеют вырасти, когда Христос придет. Я так верил. Я никому об этом не говорил, но почему-то так думал. Но уже дети выросли. Каждый создает свою семью. Мария Эдуардовна рассказывает, что она верила, что Христос придет и в 50-е годы, потом в 60-е годы. А было время, когда она мне за 2000 год, ну прямо у нас были богословские дебаты дома. Вот 7-я тысяча лет, это 2000 лет. Но она успокоилась, но нашлись другие, которые сказали, после Иоанна Павла II, это последний Папа Римский. Все, это последний. Извините, уже следующий живет. Но никто не покаялся из тех, кто говорил о том, что после Иоанна Павла II последний Папа Римский. Я не слышал открытого покаяния. Открытые проповеди и доказательства, и собирались конференции, и приезжали с Униона решать это, я слышал. Но чтобы потом вышел кто-то и сказал, я каюсь, я ложь говорю, такого не слышал. А это тоже момент, который влияет на мое спасение. Это тоже момент, который влияет. Умею ли я признавать ошибки? Потому что Бог говорит, если вы умеете прощать, то и я буду вас прощать. Итак, собратья, мы с вами начали с того, что Иисус Христос стоит у двери. Эта дверь такая особая, которую открою только я. И то, как я ее открою, насколько я ее открою, действительно ли я впущу Христа, зависит не от Христа, не от христиан, меня окружающих, а от меня самого. Первое. Если я понимаю, что у Бога есть церковь на земле. Второе. Если я понимаю, что у Бога есть церковь на земле, понимаю ли я и осознаю ли я то, а какую роль я лично выполняю в этой церкви. Что я делаю для того, чтобы эта церковь росла, процветала, умножалась и развивалась. Или у меня к ней такое негативное отношение. Вот не было бы ее, в другую бы ходил. Подумаешь. Следующий момент, который связан с открытием дверей. Насколько я готов прощать. Потому что от того, насколько я готов прощать и просить прощения, зависит, насколько и Бог будет меня прощать. Это тоже такой важный момент. Следующий момент. Насколько я готов торговать с Богом. Готов ли я за те деньги, которые Бог за меня заплатил, представьте вот такой момент, да? За вас заплатили деньги и говорят, заходи в магазин и бери все, что тебе надо, а вы не заходите и не берете. Ведь так же произошло с нашим спасением. Христос заплатил за нас цену, а потом говорит, возьми у меня. Переживания, которые ты испытываешь относительно здоровья, благополучия твоих детей, своего благополучия. Эти переживания – это процесс очищения. Я в тебе хочу купить золото. Результатом получения этого золота будет моя праведность. Ты поймешь, что в Иисусе Христе имеешь все необходимое для жизни, для благочестия, для спасения. А для того, чтобы знать, как тебе быстро это нужно, завтра, послезавтра, через год, тут нужна глазная мазь, чтобы понимать, куда идешь. И во всем этом мы видим работать и исправить до дня пришествия Иисуса Христа. Так или нет? Начавший вас доброе дело завершить. Поэтому, собратья, будьте Царством Божьим. Прежде всего, дома, на работе, среди знакомых и в церкви. Несите это Царство Божье. Будьте готовы всегда стать в проломе стены и сказать, вот я, Боже, пошли меня. А двери, о которых здесь говорит Писание, это моя гордыня. Это единственные двери, которые Бог открыть не в состоянии. Это человеческое самолюбование, гордыня, тщеславие, религиозная гордыня. Еще есть такая фраза. Призываю вас к молитве. Отец наш Небесный, Бог,